Вот такое чудо китайской техники приобрел для обогрева гаража в зимний период. Сухой фен или дизельная пушка. Поставил ее на полку на стене, то есть место занимает по минимуму. Для нее нужна солярка, дизельное топливо. Нужно для нее 12 вольт аккумулятор. Он в комплекте не идет. Идут провода с предохранителем на 15 ампер. А в момент розжига этой печки работает свеча накала, и электричество потребляет в этот момент много, до 13 ампер. А потом переходит в режим, когда работает только вентилятор. Ну и, собственно, того. Там потребление электричества минимум. Нужна для этой печки выхлопная труба. По рекомендациям других пользователей, выхлопных горячих газов мне, конечно же, было жалко выпускать на улицу. Я воткнул их в чугунную батарею. Единственное то, что вот эта трубка не должна иметь много перегибов, то есть некоторые делают ее аж змейкой, покупают дополнительно такую трубку и загибают змейкой, то есть как можно меньше поворотов, иначе будет сажа накапливаться и потом будут проблемы в печке. И у батареи и у выхлопной трубы, соответственно, должен быть наклончик, потому что там копится конденсат, чтобы этот конденсат там не копил дополнительно сажу и не замерз там внутри. Он должен иметь наклон и вытекать на улицу. Обнаружилось первое слабое место. Вот между воздуховодом, рядом с воздуховодом забора воздуха на сгорание идет топливопровод. И вот там был такой вот смешной хомутик. Он оказался слишком слабый, и пошла утечка топлива. Загорелась ошибка, что не хватает топлива, и печка вырубилась. А под печкой нашлось несколько капель солярки. Хомутик заменили, все заработало. Вот так это выглядит снаружи. То есть она практически не дымит, не парит. Воздух из нее идет холодный. Еще момент по выхлопной трубе. Нельзя заужать диаметр, если вы хотите состыковать несколько участков выхлопной трубы, нельзя заужать диаметр. Где заузите диаметр, там и будет копиться сажа со всеми вытекающими проблемами. Сегодня попробуем замерить расход топлива на минимальном значении мощности. На батарее это у меня стоит песок для пескоструйной установки, для просушки песка. И заодно как аккумулятор тепла. Аккумулятор новый в принципе ни к чему. Этот был снят с машины, потому что зимой уже не заводил. А здесь еще ему вполне хватает мощности. На полной мощности моя выхлопная труба, чугунная батарея, раскаляется местами выше 100 градусов. 112-113 максимально. Но, конечно же, неравномерно. Пониже уже температура значительно меньше. Печка остановилась. Загорелась ошибка Е8. Это кончилось топливо. Топливо вроде в баке еще немножко виднеется. Но по факту оно кончилось. Померяем размер бачка для дистоплива. Перемерил бутылочку пол-литровую вот таким шприцом 50-граммовым, чтобы точно было. Поставил метку, посмотрим, сколько туда войдет солярки. Литр.
1,5. 2. 2,5. Все, полна коробочка. То есть бачок в этой печке 2,5 литра. Прежде всего меня интересует расход на минимальной мощности. Здесь 6 положений мощности. Говорят, что есть 8, но это нужно залезать в инженерное меню. Ну, 6 вполне достаточно. Ну и 6 ни к чему для меня. Мне нужен минимальный расход. Потому что даже на первом значении тепла, в принципе, для моего гаража вполне хватит. Запускается печка всегда на положении 3, на среднем. А потом мы убавим на первое положение и дольем бак до целого. Запускаем. Вот автоматически включилось третье положение мощности. Вот эта вот красненькая индикация, это загорелась свеча накала. Она берет очень много электричества, как говорят, до 13 ампер. Поэтому запустить его просто с зарядного для аккумуляторов не получится, потому что стандартные зарядные для аккумуляторов, они до 6 ампер. То есть можно просто сжечь зарядку. Если было бы пускозарядное, тогда другой вопрос. А просто зарядное вы сожгете. Это затикал топливный насос. Чуть тепленький пока идет. Поменялся звук. По-моему, даже слышно звук факела пламени. Погасла индикация свечи накала, то есть как факел устойчиво разгорается, свеча накала больше не нужна. Соответственно, и электричество с аккумулятора он будет кушать во много раз меньше. Фактически здесь только на вентилятор и топливный насос. Пусть печка прогреется немножко, а потом переведем ее на первое положение мощности. Когда свеча накала погасла и расход электроэнергии стал меньше, можно подключить зарядное устройство. Провода немножко не хватает. По крайней мере видно, что 6 ампер выдает зарядная, 13,6 вольта, на 75% заряжен аккумулятор.
Переводим в первый режим мощности. Долью бачок до полного. По самую горловинку. Залито топливо по самую горловину. Посмотрим, сколько за час. Ставим на 58 минут. Пару минут нам для того, чтобы налить топливо, посчитать, сколько налили. Ждем час. Сработал таймер. Прошло 58 минут. Почти час. Весь этот час работал фен на мощности единичка. 50 миллилитров заливаем. Все, вошло. Еще 50 миллилитров. Еще 50. Практически до горловины. Осталось буквально капелюшечка. Так, вот у нас здесь 30. Вот было так же. 5. Еще 25 вошло. То есть 150 плюс 25. 175 грамм скушала за час. Так что китайцы немножко лукавят, заявляя, что расходуют 125 грамм. На деле оказалось 175 грамм за час на минимальной мощности. Подводим итоги. Расход на минимальной мощности 175 грамм в час. Если рабочий день 8-10 часов в гараже и первый час пусть поработает на средней мощности, да, чтобы прогреть помещение, то это примерно около 2 литров в день соляры. А теперь порассуждаем, достаточно ли это. У меня бокс кирпичный, 35 квадратных метров, 2,60 высота. Утеплен достаточно хорошо. Сбоку соседние гаражи, сзади стена уличная, но она утеплена пенопластом в 5 сантиметров. Ворота хорошо пропенены. Потолок пенопластом утеплен. И самое главное, у меня электрический теплый пол. Его я ставлю на антизамерзание, на плюс 5 градусов, но все равно это немало тепла дает. На улице сейчас минус 10. И вот при таких условиях температура в моем гараже держится примерно по разным условиям, там как часто ворота открываются, от 10 до 15 градусов тепла. Если работать, слесарные работы выполнять, шиномонтажные, то этой температуры вполне достаточно. Если же сидеть, ожидать работы, то, конечно, это холодновато получается. Если есть халявная соляра, то это, конечно, большой плюс. Вы можете ставить на другой режим мощности, до 6 даже здесь уровня. И, пожалуйста, будет гораздо горячее, но и ценник вырастает значительно. Так-то на минималке получается около 100 рублей в день. А на максималке он до пол-литра в час кушает. То есть получается за рабочий день 250 рублей, 300 возможно. Ну, если работы много, то 300 рублей, конечно, не деньги. Так что делайте выводы сами. Нужна вам такая печка или не нужна? Я покупкой доволен. Всем пока, подписывайтесь на канал.